Он буквально портит им жизнь. Мужики в балаклавах окружают ваш дом. И через 10 минут они действительно начали пропиливать замки. Открывается дверь, просто... Они прыгали вокруг меня. Гном задержан. Резко оттуда убегай. Убегай. Ты выделываться, если будешь. Чао, дорогие друзья! Вы находитесь на новом канале Кроули, созданном специально для шедевров современного искусства на славянских языках. Скандалы, интриги, расследования – все вы увидите на этом канале. И начнем мы, пожалуй, с полной и детальной истории моей депортации из Польши. И я крайне советую досмотреть вам этот выпуск до конца, потому что вы узнаете те факты, ту информацию, которую вы не видели еще нигде. И я обещаю, от нее у вас точно пойдут мурашки по коже. Но перед тем, как мы начнем, возможно, вы уже заметили заряженный аппарат за моей спиной. И предлагаю насладиться его яркими просъемами. Итак, с чего же началась эта злополучная история? Напомню, если вы вдруг этот момент упустили, я оказался в Турции, в Стамбуле, по вопросам некоторых коллабораций и съемок, которые, к сожалению, мне не удались. Вот не знаю, есть ли у вас такая тема, но я время от времени люблю обращаться к вселенной с просьбами запусков новых сценариев, новых событий, привлечения новых людей в мою жизнь. И оказавшись в Турции, после такого небольшого провала, ну, точнее для меня он был нормально так большой, я пошел в минарет. Минарет – это турецкая церковь. Минарет этот находился посередине поля, он был абсолютно пустой, там никого не было. И работает он так, что вы заходите туда, снимаете обувь свою, снимаете верхнюю одежду, ложитесь на коврик и обращаетесь к Аллаху. То есть этот момент, дослушайте, он реально очень важный. Вообще максимально странному стечению обстоятельств этот минарет оказывается, во-первых, в поле, во-вторых, максимально пустой. И я оказываюсь в этом минарете, соответственно, снимаю нижнюю обувь, верхнюю одежду, никого нету. Я ложусь посередине этого минарета на ковер и обращаюсь к Аллаху. Вот так вот просто, знаете, как обычно, к Аллаху, к Вселенной, неважно. Обращаюсь и прошу дать какой-то новый сценарий мне в жизнь, потому что уже давно все идет достаточно, знаете, стабильно. Без роста, без особо каких-то таких вот волн. А у блогера, у творческой личности они точно должны быть. И я попросил. Мы быстренько закончили, потом я вернулся в отельчик, собрался, такой, знаете, фешенебельный лук и пошел в город. Запустил стримчик в ТикТоке, кстати, который смотрела 6000 человек прямого онлайна, постоянного имеется в виду, да? И я пошел в город, в центр Стамбула. И я почему-то решаю излить свою душу, рассказать, знаете, потому что до этого я, во-первых, не вел стримы, а во-вторых, так открыто с аудиторией не общался, да еще и в прямом эфире. Вот, соответственно, я запускаю стрим, начинаю откровенно общаться с аудиторией, мы находим прикольную уютную кафешку, я сажусь на второй этаж, и тут меня побрал черт. В определенный момент на стрим начинает залетать куча поляков. Вот именно, знаете, таких конкретных хейтеров, да, которые начинают жестко спамить, ну, очень обидные вещи. Я понимаю, что как человек творческий, как блогер, я скорее должен контролировать свои эмоции и быть уже привыкшим к хейту, негативным вещам, но вы должны меня понять. Я, во-первых, человек чувствительный и мнительный, а еще творческая личность. А каждая творческая личность, я уверяю, обладает такими параметрами характера. И ну, я не знаю, почему, я не могу вам этого объяснить, но да, меня берут эмоции, и я начинаю отвечать этим хейтерам, не уточнив, что я отвечаю именно хейтерам. Ну и дальше вы все знаете, что произошло. Я сказал те самые злополучные слова, которые после возвращения в Польшу были бессовестно вырезаны из контекста, переведены на польский язык так, как им это было нужно, и слиты в интернет. По поводу этих самых слов про польский народ, да? Давайте так, ребята, ошибки нужно признавать. Я все-таки признаю, что эти слова были, во-первых, эмоциональные, во-вторых, ну, лишними. Давайте так, в целом, лишними. Можно было как бы и без них обойтись, а если я уже хотел ответить хейтерам, то нужно было сделать это как-то конкретно уточняя, что я говорю про хейтеров. Но, как говорится, что было, то было. Я прилетаю в Варшаву на добром вайбе, ничего не подозревая, и в моменте обнаруживаю, что во всех пабликах, во всех— разлетается этот кусочек с моего стрима. И я понимаю, что все.
так сказать, капут наступает. Ну, в общем, было понятно, так сказать, что это уже история неотвратимая. И в этом моменте что можно сделать? Несколько вариантов есть, да? Первое. Записать официальное извинение и, так сказать, объяснение своей позиции. Второе. Закрыть свой рот и ничего не делать. Просто отсиживать, отмалчиваться, возможно, убежать в другую страну. И третий вариант. Взять, запрыгнуть на эту волну негатива, оседлать ее хорошенько и классно на ней прокатиться. И что я делаю? Я принимаю решение запустить серию массовых шоу по Польше, да еще и в прямом эфире. Еще и в прямом эфире, делая ситуацию максимально эпатажной, но с другой стороны опасной, потому что были ситуации, когда Легия, это футбольная команда Польши, хотели нас выследить, и нам реально что-то угрожало. Я думаю, вы все помните эти два огромных масштабных стрима. Первый стрим мы, так сказать, провели в рамках допустимых норм и порядков, да, там не было никаких постанов, никаких выходок эпатажных больших, там мы просто красивенько прошлись по варшавским торговым центрам с коробочками, с подписчиками, все как полагается. И увидев, что первый стрим увенчался огромным успехом, я решаю запустить уже второй стрим. Но в этот раз добавить программируемые сценарии, актеров, реквизит, сделать сюжет ярким, таким, чтобы, так сказать, попки заполыхали. Что мы делаем? Ну, все вы знаете, что я сделал. Я купил 2 тачки, бросил их на рандомный паркинг, нанял актера, который подошел в нужный момент и разыграл хейтера. И все сложилось так, как должно было сложиться. Даже лучше, чем должно было сложиться, потому что это вызвало просто невероятную волну и хейта, и возмущения, и эпатажа. В общем, вся Польша, так сказать, гремела, и я считаю, что акция максимально удалась. После этих 2 стримов я возвращаюсь домой, понимая, что мне ничего не угрожает, так как полиция уже зафиксировала факт того, что тачки были мои, принадлежали мне. Стычка с огнетушителем — это мы актера облили, и все было, в общем, в рамках нормального. Адвокаты меня также убеждают, что все окей, бояться нечего. Я возвращаюсь домой и спокойно живу себе неделю, как обычный человек. Как одним прекрасным утром кое-что не произошло. Но возвращаемся на сутки назад. Мне блокируют ТикТок поздно ночью, и я на нервах, уж простите меня, звоню подписчику, чтобы он мне передал на такси одноразочку. Мы, кстати, против курения, но в этот момент особенный стресс я испытал, поэтому, пришлось. Он передает мне одноразочку, я себе, так сказать, расчиливаюсь, и благо, вот мне просто повезло, что подписчик оказался никотинозависимым и буквально заставил меня проснуться рано утром и отправить эту одноразку ему обратно на такси. Так вот, я просыпаюсь этим добрым утром, чтобы отдать ему одноразку, вызываю такси, выхожу со своего коттеджика, иду к воротам, кладу одноразочку такси и в моменте поворачиваю голову, и мимо меня так пролетают тачки ментовские с мигалками. Прикиньте, тормозят возле моего дома, выбегает куча сотрудников, и они бегут прямо к моим дверям. Вы просто можете представить, насколько я был в шоке, да? В этот момент я еще был с папой на линии. И, короче, я иду к этим тачкам полицейских. С папой на линии, говорю: папа, что делать? Приехали менты. Папа мне говорит: сынок, не бойся, иди прямо вперед, ничего страшного. Это ж хранители порядка, они просто, наверное, хотят задать тебе пару вопросов по поводу твоих стримов, но ничего страшного не будет. И я уже буквально 10 метров, да, до полицейского, который остался возле машины, остальные побежали там к моей двери. Буквально 10 метров, уже начинается зрительный контакт, он уже почти меня узнал, и я резко решаю набрать адвокату, сбросить папу, набрать адвокату и спросить, точно ли можно вообще туда идти. Набираю Маженя, и она мне говорит: резко оттуда убегай! Убегай! Ой, потому что тебе, мой дорогой, скорее всего, будет пиздец. Я резко разворачиваюсь, телефон в карман, и просто как дал по газам, ребята, через чужие заборы, через чужие огороды. Я бежал без оглядки. Такая агония, такой страх был во мне, потому что, знаете, мне адвокат быстренько объяснила, что это, во-первых, суббота, то есть это выходные. Соответственно, вряд ли несколько патрульных машин с бегущими полицейскими к вашей двери, с мигалками приехали просто позадавать пару вопросов. Я в это совершенно не верю. Я не верил внутренне, но я слушал папу, а мне адвокат конкретно все распетляла. Короче, я бегу,
в этой агонии километра, так, наверное, 2. Забегаю в лес, а я, чтобы вы понимали, вообще был вот так вот в коротких шортах, в пижаме, в которой я сплю, и в футболке. Я даже куртки не взял. Я замерзаю, но на таком адреналине мне просто было, так сказать, немножко не до этого. Я добегаю в лес, звоню адвокату. Еще раз, адвокат анализирует всю ситуацию. Мы отправляем папу. Папа приезжает на разведку, чекает, что все безопасно, на территории нету полицейских, забирает меня, отвозит домой. Я приезжаю домой, закрываюсь на все замки, зашториваю все окна и двери, выключаю везде свет, и ровно через 40 минут слышу опять мигалки. Но перед тем, как мы продолжим, давайте, ребята, прыгнем в машину и уже продолжим, так сказать, пути, потому что я страшно замерз, врать не буду. Эй, ты тоже садись, да? Тебя не оставим, брат. Итак, ребят, переместились с вами в салон, потому что тут явно поуютнее, чем на зимней улице. Оказавшись в квартире спустя час, я снова слышу мигалки. Это просто какой-то ужас, вы не поверите. Я, легонечко выглядывая из-под шторки в зале, вижу, что на ЖК напротив приезжает полицейская машина на мигалках, на вот этих вот бибиканьях, подъезжает максимально близко к моему ЖК, то есть буквально через 2 забора, вырубает мигалки, вырубает свет, и мужик вот так вот тупо просто берет и смотрит в окно. Как будто я тупой и не вижу его через штору. Ну это просто какое-то безумие. Что я делаю? Ну, конечно, я на панике, врать не буду, не строить из себя героя. Звоню моему другу и говорю: слушай, приезжай, что-то неладное происходит. Это не похоже на то, что хранители правопорядка просто хотят с тобой поговорить, правда? Приезжает мой друг, проходит ко мне, захватывает с собой продукты, чтобы нам было что покушать. И мы дальше наблюдаем, как шпионы из-за этих шторок за происходящим вокруг. Через некоторое время приезжает еще одна полицейская машина уже в мой двор, под мой подъезд. И мы оказываемся на какой-то момент окружены. И вот тут, в этом моменте, я не знаю, приезжали они или точно ко мне и следили ли точно за мной, так как они уехали ночью. Возможно, следили за мной, но у них, например, не было уверенности, что я нахожусь внутри. И мы на панике, дождавшись 3 утра, собираем тревожный чемоданчик, ну знаете, там ноутбук, зарядочки, пару трусов банально, и прыгаем в такси и едем на конспиративную квартиру номер 1. Ну, это просто квартира моего друга, который был со мной. Вы можете представить степень паранойи, которая охватывала меня, пока мы ехали в машине, в такси к нему домой, да? 3 часа ночи, машин на дорогах нет, вдруг остановят, вдруг посмотрят документы. Я, возможно, в тот момент уже находился в розыске, и было, ну, реально страшно, но, слава богу, никто нас не остановил, мы безопасно добрались до его квартиры и там заночевали. Проснувшись с утра, происходит интересный момент. Мне звонит папа, я просыпаюсь, у меня, когда я сплю, я включаю себе режим, знаете, месяц или там кроватка, чтобы не приходили уведомления. Я просыпаюсь в 12 утра, ну или дня, и вижу 10 пропущенных от папы. Сразу ему перезваниваю, он говорит: сынок, приезжала полиция, опрашивали всех соседей, приходили ко мне, спрашивали, ну, имеется в виду, там, пытались какую-то повестку вложить мне в почтовый ящик. В этот момент просто все, честно, у меня уже 2 инсульта, 3 инфаркта, я уже буквально, ну, я не знаю, ну, я умирал от стресса, но это по-другому никак не назвать. У меня просто, знаете, мне папа эти слова говорит, у меня вот только телефон просто, поняли, в руке соскальзывает и по потной моей ладошке, и я уже, поняли, просто у меня в глазах мутнеет. Я уже кладу телефон и думаю, ну все, пиздец, раз до него добрались так быстро, раз они так действуют подлинно, знаете, с утра, значит, и до этой квартиры моего друга сейчас дойдут. То есть это остались уже буквально считанные минуты. Я уже там себе передачу, значит, собираю на зону. Папа мне перезванивает, говорит: слушай, сынок, я вышел, посмотрел, так это не полицейские были, это гаишники, штраф выписывали соседям за листья на лобовом стекле. Хотелось стрельнуть себе в голову в тот момент. И вы знаете, после этого каламбура я решаю, что достаточно уже было прямых намеков от судьбы, и играться с этим больше не стоит. Я набираю человечку, имя которого я разглашать не буду, который за деньги ночью вывозит меня в Прагу, в столицу Чехии. Вывозит меня в машине, загруженной вещами, чтобы точно, если что, какой-то блокпостик нас не накрыл. На заднем сидении, лежа между сидениями. Это было что-то. Я, несмотря на то, что это как бы вроде как безопасно, мы уже выехали из Варшавы, но все равно, вы знаете, ну ты едешь, трусишься, потому что любой какой-то блокпост, ну даже не блокпост, а гаишник тебя останавливает, чтобы там штраф, например, выписать, да, и полиция обязана проверить документы у всех, кто едет в машине. Проверяя документы, я в розыске, все, чиназис. Закончился побег. Закончилась басня. Но, слава богу, практически на всем пути в Прагу, а это 500 с чем-то было километров и 5 часов езды. Нас никто не остановил, и даже когда мы пересекали границу,
хоть между странами Евросоюза границы нет, она там условная, но там все равно где-то, бывает, стоит патруль. И даже этот патруль, доезжая до него, вот представьте себе, да, вы пересекаете границу другого государства, видите патрульную машину, и она, слава богу, останавливает машину перед нами. Вот просто, буквально, понимаете, секундой больше, и она остановила бы нас и проверила документы. А как оказалось, точнее, я это знал заранее, мы в Чехию ехали нелегально. У меня же был вид на жительство только на территории Польши, а в Чехии я находиться легально не мог. Поэтому если бы меня тормознули на этой границе, этот патрульчик, да, то мальчик поехал бы обратно, казематы польские. И просто, короче, фух, выдыхаем. Добрались до Праги, и в Праге я уже попал в комфортную квартиру, снятую на Airbnb. И важный моментик, снял я ее на свои данные. В Праге, в Чехии такой есть закон, когда вы снимаете хату, вы обязательно загружаете фотографию своего паспорта и вписываете свое настоящее имя и фамилию. И с этих данных оплачиваете пошлину за, так сказать, туристический сбор. Я снимаю квартиру, спокойно ложусь себе спать. Квартира, кстати, yes! Видовая, панорамные окна в пол, все как полагается. Ложусь спать и вот, знаете, утром просыпаясь, чувствую, что я нахожусь в свободной стране, в свободном пространстве, и никто, то есть я уже все, короче, выдыхаю. Через 10 минут, после того, как я выдохнул, мне звонит папа и говорит: сынок, на этот раз уже точно не пиздешь. Приходили полицейские, 8 человек, без формы, ловились к отцу прямо в его дом, провели обыск, искали там меня, задавали крайне неудобные и неприличные вопросы о том, ли я, торгую ли я наркотиками, где у меня склад этих наркотиков. Вообще, такое вот ощущение, да, что вот у людей, которые занимались моим делом в Польше, у них вот конкретно только одна теория в голове была, что я наркоман, торгую наркотиками, распространяю наркотики, и, значит, эти дети, которые участвуют на моих сходках, то есть вы, мои подписчики, я вас, короче, всех спаиваю и скалываю наркотиками. Других версий они, в принципе, не рассматривали. И это достаточно грустно, если при таком масштабном расследовании факты выстраиваются на основании выдуманных каких-то доказательств, то есть без доказательств вообще это все делается. Я, короче, на жесткой панике, послушав своего папу, то, что он мне сказал, иду стаканчик водички беру, да, иду на кухню к панорамным окнам и вижу, что подъезжает полицейская машина, набегал, тормозит опять возле моего дома, уже новой квартиры в Праге, выбегают полицейские, уже чешские, и бегут к моему дому. И вот вопрос, нахрена они все бегают? Нахрена они все бегают? Это же ужасно страшно! Я в этот момент просто опять чуть ли не умер. Первый раз я не умер, когда они бежали в Варшаве к моему коттеджику. И второй раз я чуть не умер здесь. Я звоню папе. Естественно, врать не буду. Я был крайне шокирован. И даже у меня выступали немного слезы. Потому что это нормально. Я не понимаю, чего ожидать, когда правоохранительные органы настолько резко и агрессивно действуют в твоем направлении. Я собираю чемодан, опять же, тревожный чемоданчик. У меня он только и был, это тревожный чемоданчик, но я же успел, понимаете, за вечер все вещи разложить туда-сюда, в ванной, там приборчики расставил. Я моментально все это впихиваю, в рюкзак, просто скопом эти банки, эту косметику, этот ноутбук, эту зарядку, все впихиваю. Беру, натаскиваю и думаю через балкон, потом смотрю, думаю, не, убьюсь, высоко. Второй этаж высоковато. Я выбегаю через черный ход, а полицейские стоят, на рецепции и что-то расспрашивают этой женщине с какими-то бумажками, да. Мне на тот момент показалось, что там даже был фоторобот. Я выбегаю через черный ход и просто через всю Прагу я бежал с сумкой, с тяжелым чемоданом и с пакетом косметики. Я бежал через всю Прагу, через сады, через огороды, через дороги на Красный, просто куда глаза глядят, лишь бы не поймали и не засадили, потому что я понимал, если поймают, дороги обратной, скорее всего, уже не будет. Судя по их действиям, да, чтобы вы понимали, я добежал на окраину Праги и начал взбираться на гору. Такая, знаете, гора на окраине нету тропинок, да, это не туристическая, так сказать, дикая немного. И вот я беру и прямо на нее, поняли, вот так вот ногтями, руками прям закарабкиваюсь. Пакет по дороге рвется, косметика выпадает по этой горе, пальцы себе пообчесывал, колени поздирал.
Короче, на жестком адреналине, ребята, я действовал. В итоге я забираюсь на самый верх горы и до самой ночи на телефоне с адвокатами, с папой, вообще со всеми друзьями пытаемся понять, за мной это приходили или не за мной. Потому что эти события, согласитесь, в связке с тем, что к папе врываются в дом 8 человек без формы и требуют без ордера обыск, кажется немного странноватым. В итоге, вернувшись в 2 часа ночи, уже на новую квартиру, снятую на Airbnb на чужое имя, с этого момента у меня начинаются 2 недели спокойной жизни в Праге. Человеческой, не жизни преступника, разыскиваемого по всей Европе, как следует из событий, предшествующих переезду. И вы знаете, эти 2 недели я реально пожил как человек. Я впервые, возможно, в своей жизни, я просто гулял. Я пил глинтвейн, безалкогольное, конечно. Я ходил в музей, я знакомился с людьми. Я, реально отдыхал. Даже на катере катался и снимал для девочек виды старой Праги. И все эти дни, на протяжении 2 недель, я постоянно был на связи с адвокатами. То есть можете себе представить, что примерно час времени в день мы проводили на созвонах с продумыванием тактики, с продумыванием дальнейших действий, потому что адвокаты постоянно послали запрос в прокуратуру, в соответствующие органы, например, пограничникам, чтобы выяснить, кто же все-таки ведет за мной охоту. И те все в один голос утверждали, что нет, вы что, мы не имеем никаких претензий к вашему клиенту. Все отказывались подтверждать, что они какие-то ведут против меня дела или имеют против меня какие-то мой адрес претензий. И в конечном итоге, убедив нас в этом, что мне ничего не угрожает, что это какое-то стечение обстоятельств просто странное, что полиция уже все поняла, прокуратура тоже все поняла, спецслужбы все поняли, они приняли в сведению документы, что машины были мои, что это все были постановы, и они приглашают нас обратно и обещают, что трогать нас не будут. И вот, убедив нас в этом, я принимаю решение вернуться обратно в Варшаву, потому что я не могу сильно долго оставаться в чужой все-таки стране, где у меня не снята квартира на постоянку по договору и снимаю ее за $1500 на Airbnb. Это же не дело, вы же понимаете. Поэтому я собираю вещи, вызываю того самого человечка, который за деньги теперь транспортирует меня ночью обратно из Праги, столицы Чехии, в Варшаву, столицу Польши. Мы возвращаемся ночью, я ложусь спать. С ужасным, кстати, ощущением, потому что в той квартире просто как будто закостенела атмосфера смерти в ее стенах. И я думаю, она не отмоется уже никогда после того, что там было. Ложусь я спать, будучи не в лучшем расположении духа. А теперь представьте, я, убежденный в том, что мне ничего не угрожает, просыпаюсь рано утром в Польше от громких стуков и звонков в мою дверь, сопровождающихся польскими матами и криками. Подхожу к звонку и вижу, что там... Я вижу, как 5 человек без формы стоят за моей дверью, еще 10 окружили мой балкон, и всего их 15 мужики в форме, точнее без формы. Мужики в балаклавах окружают ваш дом, а вы, на секундочку, не какой-то разыскиваемый преступник международного масштаба, вы просто блогер, который... немножко сказал лишнего. И там еще чуть-чуть из контекста вырезали, там зафорсили, на польский язык перевели. Но, в общем-то, вы просто обычный человек, который условно как бы до вчерашнего дня жил обычной жизнью. А тут ваш дом окружают, непонятно кто, понятно кто, спецслужбы. Короче, ребята, просто можно сдохнуть. Я не хочу вам говорить, какие мысли мне приходили в тот момент, потому что у вас мурашки от этого пойдут. Они шли уже у моих психологов и уже у моих родителей. Я не хочу еще вас этим напрягать. Но поверьте, они были самыми скверными в тот момент. Дальше события развивались очень-очень-очень неприятно, потому что люди, которые находились за дверью, это были польские спецслужбы, которые действовали, само собой, максимально нелегально, закрывая глаза на все возможные законы и официальные процедуры. Они стучали в дверь, они угрожали, они ругались матом, они угрожали знаете, что такое они угрожали? Это они угрожали выбить нахрен дверь и во всем красноречии польского мата, так сказать, меня элиминировать. Это нормально. А я напоминаю, что все эти процедуры происходят без суда, без следствия, без дела, без доказательств, просто без ничего. Просто на основании слухов. Такое ощущение, что вот эти вот ребятки, которые отлавливали меня по всей Европе, которые лучше бы занимались поиском каких-то реально опасных преступников или маньяков, они начитались слухов в интернете, начитались всех этих статей, которые постоянно раздували, разносили, копипастили у друг друга и решили действовать вот на основании просто паранойи. Спецслужбы действуют на основании паранойи. Я считаю, заголовок надо сделать после этого видео. Так вот, возвращаясь к тому, что было дальше. Я
Естественно, как вы себе можете представить, а может и не можете представить, эти ребята уговаривали меня стандартными уговорками из фильмов. Да открывай, да ты просто ускоришь неотвратимое, ты себе лучше сделаешь, помоги себе, открой дверь, мы просто поговорить пришли, мы ничего делать тебе не будем, мы тут официально, у нас даже ордер на взлом есть. И они грозились дверь ломать, и что вы думаете, через 10 минут они действительно начали пропиливать замки, убеждая меня в том, что у них есть ордер на обыск квартиры и взлом двери. Как позже оказалось, его не было. Я взял себя в руки, позвонил адвокату и говорю, я не знаю, где ты, я не знаю, с кем. Бросай все, едь сюда, потому что если ты сюда сейчас не приедешь, я не знаю, что со мной будет. Чтобы вы понимали, женщина сюда с дела уголовного сбежала, тапочку нажала и просто по всему городу через пробки на красный летела, лишь бы просто успеть как бы в эту всю историю. Потому что, ребята, если бы только она могла сдержать то безумие, которое меня ожидало, только свидетель какой-то реальный, понимаете, адвокат. И слава богу, она все-таки успела доехать на пропиле последнего замка. И представьте картину. Я просто в ахуе. Открывается дверь, заходит 15 накачанных мужиков с оружием, в балаклавах, я даже их лица не вижу, без мундуров, без формы официальной, без значков, без ничего. И всех, то есть эту армию правоохранителей порядка сдерживает одна маленькая женщина, 1,70 м. Но слава богу, ей сдержать их удалось. И тут они заходят и вручают мне бумагу от министра внутренних дел Польши, в которой указано то, что я обвиняюсь в шпионаже от стран третьего мира, в том, что я являюсь членом какой-то террористической организации, финансируемой страной третьего мира. Вообще понимаете, что это за бред? Вы вообще вдумаетесь просто в эти слова, которые написаны на этой бумаге? Эту бумагу выдал сам лично министр внутренних дел Польши. И там еще огромный список разных вещей, которых перечислять нету смысла, но одно здесь точно понятно, что эта бумага была составлена в попыхах, также незаконно, просто чтобы соответствовать ожиданиям народа польского, который в жестком давлении на власть затребовал депортации опаснейшего блогера Варшавы, который мешает людям жить. Он буквально портит им жизнь своими выходками. Вы же представляете, гном прибежал, за кассу зашел, целый магазин перестал работать, работники увольняются, торговые центры закрываются. Это хаос, настоящий хаос, ребята, никому такого не пожелаешь. Я надеюсь, сарказм все выкупили. И вот после вручения этой злополучной бумаги, несмотря на то, что они обещали, что ничего такого не будет, на меня надевают браслеты, туго затягивают руки за спиной, садят в автомобиль и увозят прямо в отделение пограничников. Специальный офис, который, как я понял, находясь там, был сформирован для того, чтобы заниматься моей поимкой. Там стояли компьютеры, на которых показывалась геолокация моего телефона. Чуваки, да, сейчас, конечно, я рассказываю на эмоциях прикольно, вот это вот, знаете, уже ничего не грозит, уже не страшно, но в моменте просто можно было обосраться от всех этих деталей. Компьютеры с геолокацией вашего телефона! Целый офис, смотрите, меня заводят вот так вот, да, с руками за спиной, меня заводят в этот офис и просто поняли, короче, мужики, которые за компьютерами сидели, подходят, начинают пожимать руки тем, кто меня привел, типа, красавчики, вы его наконец-то поймали, гнома поймали, этого проказника задержали, сейчас ты поедешь на Украину, в окопах у себя побегаешь. Ну, вы представляете, насколько надо быть циничными людьми, чтобы издеваться над конфликтом, происходящим в Украине, и такие вещи говорить мне в лицо. А многие СМИ, кстати, это еще и писали в публичных ресурсах. И вот, перетерпев несколько часов цирка, а он заключался в том, что просто работники, которые меня туда привезли, они прыгали вокруг меня, смеялись. Кстати, говорили мне, что они надеются, что при обыске они найдут меня наркотики, чтобы я с этого офиса никогда не уехал. Разве это профессионально? Разве я заслужил такого отношения просто потому, что я сказал немножко лишнего? Да, лишнего, но вырванного из контекста и переведенного на польский язык так, как это было нужно им. Такая вот история получается. И перетерпев весь этот цирк, я просто сижу на скамеечке, в наручниках, естественно. Передо мной стопка документов, которые меня заставляют подписывать. Вокруг взрослые накачанные мужики, разных служб, скажем так, не последних.
танцуют буквально вот так вот, понимаете, танцуют вокруг меня. Гном задержан! Поздравляют друг друга. В общем, происходит самый настоящий цирк. А вокруг меня как будто время замедлилось, я просто сижу и пытаюсь выкупить вообще, как я сюда попал. Типа, вот как меня судьба завела так далеко. Я подписал эти документы. Там, в общем-то, особо ничего интересного не было. Они и так отказали мне попытки связи с адвокатом, попытки связи с кем-то из моих родных. Просто я подписал эти подписи просто в надежде, что меня быстрее кинут в клетку и избавят меня от этой клоунады. И вы знаете, как будто бы, знаете, кто-то наверху реально услышал мои мольбы, пришел конвой, перековал меня в другие наручники, потому что наручники, в которых я сидел, они принадлежали одному из полицейских этого офиса. Перековал меня в новые наручники, вот так вот стал передо мной и сказал: ты выделываться, если будешь, тебе не будешь, спокойно через 3 часа будем на границе, перебросим тебя в Украину и до свидания. Я моргнул в знак согласия, меня перековали, посадили в бус, дали мне пакет с протушенным каким-то мясом и хлебом и повезли на границу. Чтобы вы понимали, посадили меня в такой автозак с 5 людьми. Я сидел в специальном отделении, в специальной клетке такой, внутри этой маршрутки. Это такой металлический каркас, который вшит в саму маршрутку. То есть там прям, поняли, без шансов, никак, типа, не вырвешься. Со мной сидит человек, который вот так вот впритык смотрит на меня. За клеткой сидит еще 2 человек. И водитель, и, соответственно, сопровождающий водителя. И все как бы с оружием. Опасного преступника Кроули везут в Украину. Собственно, и все. 3 часа я оказываюсь на границе с Украиной, и история злополучная, история с депортацией завершена. Если делать какие-то выводы, то точно о том, что, возвращаясь к той ситуации в минарете в Стамбуле, только сейчас, какое, кстати, число, пацаны? 12 января, на самом деле немножко раньше, потому что к ролику нужно было приготовиться, я понимаю, что я оказался в Украине не случайно, я оказался в Киеве не случайно, и это тот самый сценарий. Как бы это странно ни звучало, хотите верьте, хотите нет, как бы это странно ни звучало, это тот самый сценарий, о котором я попросил Аллаха Всевышнего. И спасибо большое, но он реально свершился. И вот я нахожусь здесь с классной командой, с новыми идеями, с новыми проектами, куда гораздо масштабнее, чем было в Польше. И получается, это просто новый этап развития. Все классно, все четко. Такая вот история. Пожалуйста, делайте нарезки этого ролика, распространяйте как можно больше в разных соцсетях. Я буду вас лайкать, буду вас репостить, буду вас комментировать. В общем, всячески показывать свою благодарность в ответ на вашу активность. И самое интересное напоследок. В описании к этому ролику я оставляю ссылочку на мой новый телеграм-канал с пометкой 18+. В этом канале будет совершенно другой контент, совершенно другого полета, совершенно другой эксклюзивности и. Самое интересное, чтобы дать вам мотивацию перейти в этот ТГ-канал, я раздам вам $1000. $1000. 5 мест сделаем, давайте, по $200. Я только вас прошу, в комментариях там сильно на меня не агрессируйте, что маленькая сумма туда-сюда. Это так на старт, да, поскольку вряд ли много людей перейдет в Телеграм только с этого ролика, поэтому у вас реально есть шанс урвать $200. А это, так сказать, нормальные такие деньги на карманные расходы. В общем, ребята, спасибо большое, что смотрели этот ролик. Вы были на канале Кроули, на новом канале Кроули, где скоро, очень скоро, выйдет просто тьма шедевров современного искусства в моем исполнении. Переходим по ссылке в описании этого ролика, подписываемся на новый ТГ-канал и кайфуем вместе. Следим за историей моего развития, моих взлетов, моих падений. И до новых встреч. Спасибо вам большое, ребята.